Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам, как установить стекла на телефоны. У меня телефон Redmi 5 Plus и Redmi 4X. Заказывал на них стекла на AliExpress, прошли в такой вот упаковочке. Сейчас вскрываем ее и смотрим, как они поставляются. Поставляются они в такой пластиковой коробке. Данную коробочку открываем. Что мы здесь видим? Мы видим две салфеточки. На каждое стекло под номером 1 и под номером 2. Соответственно, одно получается идет с таким спиртовым раствором, второе получается убирает подтеки, и после этого вы клеите ваше стекло. Стекла выглядят, поставляются, дальше пакуют дополнительно в такие вот упаковочки. Стекло полностью без краев, прозрачное. До этого у меня стояло с краями. И вот такое вот стекло. До этого у меня стояли такие стекла. Решил перезаказать другие стекла в связи с тем, что данные стекла только клеятся вот на эту кромочку по бокам. Они полностью как бы не прилегают, но при правильной поклейке воздуха не остается, они очень довольно-таки красиво смотрятся. Но себе решил все-таки на данный момент заказать вот такие стекла и посмотреть, как они будут вести себя на телефоне. Давайте приступим непосредственно к установке стекол на телефон. Что я для этого делаю? Я сразу беру, протираю телефон салфеточкой, как я и говорил, номер 1. Она идет со спиртовым раствором. Удаляет все подтеки, загрязнения со стекла. Вот такая вот маленькая салфеточка. Желательно перед установкой стекла руки по возможности обработать спиртом, для того чтобы, соответственно, у вас на коже не было потожировых и вы не оставляли на телефоне какие-то на стекле пятна. Ну вот, мы протерли салфеточкой. Теперь берем салфеточку номер 2. Сразу оговорюсь, заранее я подготовил на каждое стекло по 3 полоски из скотча. Для чего? Некоторые поставщики ложат такие полоски специально для наклейки стекол, которыми вы фиксируете стекло в нужном положении, и соответственно потом при отпускании оно не смещается, вы приклеиваете ровно стекло так, как вы выставили. Так как этот производитель не положил данные полоски, я буду сейчас в этом случае пользоваться скотчем. Вот как вы, и не знаю, камера передает, не передает, протер, все идеальненько, все чистенько. Здесь идет клеящаяся пленочка, кстати, я на ней оставил следы, на всякий случай протру, чтобы загрязнения уже не было на стекле, потому что сейчас я буду ее непосредственно прикладывать. Так, не вытер до конца раствор. Это я чисто делаю из-за того, что я уже дотронулся с другой стороны до стекла, и оно получилось чуть-чуть загрязнено. Теперь мы что делаем? Мы стараемся стекло выровнять по всем отверстиям, которые есть. После этого мы аккуратненько берем, фиксируем его скотчем. Так, плоховато мне видно. Вот вроде бы ровно я выставил.
После этого вот так, как вы выставляете, я сразу оговорюсь, я заранее отрезал эти полоски, для того, чтобы не занять много времени. Обычно вот такой длинной полоски хватает. Старайтесь выровнять как можно максимально ровно по корпусу. И фиксируйте. Я обычно пользуюсь тремя фиксаторами такими, для того, чтобы стекло как можно максимально легло ровно. Все. Вот мы приклеили стекло, получается, к корпусу. Теперь отворачиваем. Еще раз протираем наше стекло. На всякий случай удалить всякие соринки. И после этого берем вот за эту пленочку, снимаем такую защитную пленку и аккуратно фиксируем наше стекло. Смотрим, чтобы оно легло. Видите, как оно приклеивается? После этого просто нам надо взять салфеточкой и разгладить по краям. Какое-то плохое прилегание по краям получилось. Если получилось плохое прилегание, не бойтесь, аккуратненько берете стекло, отклеиваете ваше стекло, назад ложите пленочку, и более тщательно влажной салфеткой, вот это, как я и говорил, проблема то, что по краям были такие клеевые, основа более тщательно протираете, удаляя тем самым эти клеевые основы. Вот это минус тех стекол, которые у меня до этого стояли на этих телефонах. Не знаю, сейчас поможет это, не поможет. Удалю остатки клея, не удалю. Опять же протираем заново сухой салфеточкой, удаляем излишки. Если у вас возникает после старого стекла такой нюанс, не бойтесь, аккуратненько сняли, тут же протерли и опять же аккуратно снимаете пленку. Старайтесь внутренняя часть, где вы сняли пленку, не прикасаться, брать за края. Внимательно фиксируем назад стеклышко. Как мы видим, такой пузырь остался. Постепенно его выдавливаем. Он отсюда сейчас выйдет. Можно аккуратно поддеть, если этот пузырь не выходит. Не знаю, виден он на камере, не виден. Опять аккуратненько поддеваем стекло. Все, он вышел. Ну вот мы поклеили стекло, сидит идеально. Хорошо, теперь снимаем скотч. Он нам уже больше не нужен. Также данными салфеточками со спиртовым раствором удаляем данные остатки загрязнения.
Все данные загрязнения мы удалили. Протираем. И теперь можно приступать к установке, допустим, если вы сразу два стекла ставите, к установке второго стекла. Также для этого берем сразу салфетку номер 1. На стекле, я не знаю, видно на камере, не видно. Очень довольно-таки такие подтеки грязные. Опять же внимательно, тщательно протираем, так как нюанс был возникший по бокам, вот эти клеевые растворы были оставшись. Теперь я внимательно этому стеклу уделяю больше обработки именно краев, для того, чтобы не допустить повторное отклеивание стекла, потому что это все можно сделать за один раз. Все, протерли наш Redmi 5 Plus. Сейчас салфеточкой номер 2 удаляем остатки спирта. Протираем также тщательно, аккуратненько. Вот, удалил полностью. Не знаю, были видны теперь, но не были. Удалил все эти пятна. Теперь дальше берем стекло. Также прикладываем на наш телефон. Берем наши фиксаторы, которые заранее подготавливаем. Стараемся выставить опять же стекло по отверстиям, то есть чтобы у нас хорошо камера была открыта, хорошо был открыт динамик. Вот это стекло тяжелее выставить, так как полностью черное, очень плохо видно. Так, первый фиксатор мы зафиксировали. Теперь берем вторым фиксатором, проверяем нашу установочку. Чтобы оно прилегало как можно лучше по всему корпусу. Аккуратненько подправляем. Старайтесь, чтобы стекло лежало полностью одинаково, равномерно со всех сторон. И смотрите по этим отверстиям, чтобы они совпадали. Соответственно, не была закрыта камера, не был закрыт динамик. Все, мы наше стеклышко подогнали. Теперь дальше также отворачиваем. Повторно протираем влажной салфеткой, чтобы удалить возможные соринки, пылинки с телефона. Протираем остатки спирта сухой салфеточкой. После того, как вы протерли, аккуратно опять же держим за края, снимаем нашу защитную пленку. И как бы в такой маленький натяг устанавливаем. Так, не вышло у меня с первого раза.
Устанавливаем наше стеклышко на место. Вот видите, как оно восседает. Все, посередине, как мы видим, остается опять же воздушный пузырь. Его мы просто в одну сторону выгоняем. Можно также повторно аккуратно приподнять, потому что пузырь пошел, к сожалению, в сторону моих направляющих фиксаторов. Опять же, аккуратненько стекло фиксируем и стараемся удалить все эти пятна. Ну вот на этом как-то весь процесс установки. Все равно эти сидят воздушные два пузырика. Сейчас я удалю свои направляющие. Аккуратненько приподниму стекло. Все, пузырек вышел. И просто протираем опять от остатков клея, от скотча наше стеклышко. Вытираем сухой тряпочкой. Смотрим, чтобы не было никаких соринок под низом. Вот как-то так вот весь процесс установки стекол занимает. За это время я установил 2 стекла на 2 телефона. Все. Всем приятных покупок. Делайте своими руками. Ставьте стекла на телефон. Это очень просто. Не обязательно идти отдавать за это деньги установщикам. Если все-таки по какой-то причине вы сами не можете сделать данную работу, то есть мастера, которые устанавливают стекла. Все, спасибо всем за просмотр, до свидания.